Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о гранате. Многие думают, что если бы у фруктов был король, то гранат мог бы стать им по двум причинам. Во-первых, природа уже наградила его короной, а во-вторых, по своей пищевой ценности он способен дать фору многим плодовым культурам. А фрукт ли это? И действительно ли он так полезен? Да еще много интересного нам нужно узнать здесь и сейчас. Поехали! Гранат – замечательное растение. О нем знали еще во времена древнего мира. Тогда считали, что самые лучшие деревья произрастают в Карфагене. Римляне называли его плоды «малум пуникум», что в переводе означает «пуническое яблоко». Все дело в том, что финикийцы, они же карфагеняне, в X веке до нашей эры перебрались со своей родной земли в Африку, основав там новые поселения, в том числе и знаменитый Карфаген. Однако у граната было и второе название – «малум гранатум», что означает «зернистое яблоко». Именно оно в дальнейшем и получило весьма широкое распространение. А вот ботаническое название пуника было дано растению в 1758 году Карлом Линнеем. Родиной растения, скорее всего, является Персия. Это территория современного Ирана. Но растут дикие гранаты и на Кавказе, и в Средней Азии, Индии, Малой Азии, Афганистане и Китае. А в конце 18 века культура начала выращиваться и на американском материке. Гранатовое дерево в высоту может вырастать до 5 метров, но чаще имеет форму куста. Относится к листопадным видам. Долго и обильно цветет с мая по август. Крупные красно-оранжевые цветы растения похожи на колокол. Они настолько красивы, что многие выращивают дерево только ради цветения, лишь в отдалении размышляя о плодах. Ботаники не одобряют называть плод граната фруктом, ведь на самом деле он является ягодой. Плоды граната на самом деле называются гранатинами, и это действительно разновидность ягод. Но в обиходе мы привыкли называть гранат фруктом. Они имеют шаровидную форму и покрыты красно-бурой или желто-красной кожицей. Внутри него имеется множество семян, собранных в кармашке, окруженные сочной мякотью. Именно она является съедобной и составляет всего 50% от массы всего плода. Созревают плоды с сентября по февраль в северном полушарии, а в южном с марта по май. И с одного дерева кустарника можно собрать до 60 килограммов этих фруктов-ягод. Само растение выглядит очень декоративно. В теплом климате спелые плоды растрескиваются, прямо вися на ветках. Кожура лопается, но зерна находятся внутри и не рассыпаются. В умеренном климате листья порой опадают до того, как начинают снимать урожай. Плоды, находящиеся на голых ветках, придают растению еще более экзотический вид. В настоящее время известно два вида граната – гранат обыкновенный и гранат сокотранский. Гранат обыкновенный растет в дикой природе в Азии и на юге Европы. Второй же вид произрастает на острове Сокотра, который находится в Аравийском море. Отсюда и его название – гранат сокотранский. Но его вкусовые качества значительно ниже, чем у граната обыкновенного, а потому это растение не культивируется. И кто-то подумал: гранат и гранат, какой попадется, такой и будем кушать. Но это не совсем так. Оказывается, сортов у граната множество, и их более 500. А возможно и больше, ведь количество сортов увеличивается благодаря постоянной работе селекционеров, основная задача которых создать такое растение, которое будет устойчиво к заболеваниям и погодным условиям. Кроме того, они имеют разные вкусовые качества, отличаются формой и размером плодов, цветом мякоти, цветом сока, мягкостью или твердостью косточек. В Туркмении есть заповедник Каракала. На его территории была собрана самая большая коллекция гранатов в мире. В ней насчитывалось сотни форм, видов, сортов гранатового дерева, да и не только его. В 30-х годах прошлого века Николай Иванович Вавилов в Каракала создал туркменскую опытную станцию Всесоюзный институт
растениеводство, как небольшой оазис, где произрастали бы культурные сельскохозяйственные растения. Но с начала 90-х прошлого века станция разваливалась, приходила в упадок. Вода перестала поступать к посадкам граната, персика, абрикоса и других культур. Стали погибать коллекции, наследие многолетнего труда знаменитых ученых. А потом опытную станцию в начале ее дендрарий стали сносить бульдозерами. И что сейчас там происходит, неизвестно. А в Никитском ботаническом саду есть на что посмотреть. Там находится около 300 сортов граната, собранные за последние 100 лет. Сложно выделить самые лучшие сорта граната, поскольку каждый человек имеет свой собственный вкус. Да и выращиваются разные виды совершенно для разных целей. Одни для употребления в свежем виде, другие для переработки и получения соков. Кислые сорта культивируют для изготовления соусов. Существуют также разновидности, выращиваемые для технической переработки, и многие страны выращивают гранат в промышленных масштабах. Самыми крупными поставщиками граната на мировом рынке много лет являются Индия, Иран, Египет, Израиль, Перу, Испания и Турция. Но и это далеко не весь список государств. В соответствии с сортом, плоды граната различают по внешнему виду. Окрас шкурки бывает алым, бордовым, песочно-желтым, оранжевым. Зернышки разнятся по цвету. Сорта граната характеризуются интенсивностью красного цвета или его отсутствием. Встречается мякоть белого, светло-розового, желтого, малинового или почти темно-рубиновых оттенков. Есть сорта граната с белыми зернами и успешно культивируются в южных странах и даже на юге Италии и Испании. Примером такого чуда растения может служить туя-тишь. Название переводится не иначе, как верблюжий зуб. Для плодов данного сорта характерны крупные зерна, но все-таки они не совсем белые, как многие себе это представляют. На первый взгляд может показаться, что гранат просто не дозрел, но на самом деле ядрышки очень сладкие и невероятно вкусные. Гранат известен людям уже около 10 тысяч лет. Этого времени достаточно было, чтобы хорошо изучить его и правильно использовать плоды для самых разных целей. Его применяют в кулинарии, медицине, косметологии. В этом растении полезны все части. Гранат с этой стороны просто удивительное растение, поскольку полезные свойства содержатся в его мякоти, семенах и кожуре. Гранат получил широкое распространение в кулинарии. Из зерен граната готовят сок, пунш, вино. Его зерна добавляют в десерты, кисели и салаты. Гранатовый сок сильно уваривают и готовят на его основе вкусный густой соус к мясу. Да и не только к мясу. Например, азербайджанский наршарап. Гренадин, обладающий сладким приятным вкусом, используют для приготовления халвы и других сладостей. Из высушенных и измельченных косточек в Индии готовят приправу для бобов и овощей. А повара знают, если хочешь получить изумительно нежное и сочное мясо, замаринуй его в гранатовом соке. Еще в древности люди называли гранат лекарством от 100 болезней. Греки и римляне ценили этот фрукт как мед или хлеб, причем ценился не только его вкус, но и польза, которую он давал. Многие слышали, в гранатах много железа, возможно больше, чем в Эйфелевой башне, и потому они крайне полезны. Но это не совсем так. Железо-то есть, но меньше, чем, например, в говяжьей печенке в 20 раз. И в основном назначают гранатовый сок в целях профилактики железодефицита наряду с другими продуктами, содержащими железо. Помимо этого, гранат – настоящая кладезь полезных веществ, витаминов и органических кислот. В нем присутствуют такие необходимые человеку кислоты, как фолиевая, янтарная, щавелевая, пуническая, борная, винная, яблочная, лимонная. Много в гранате микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности и бесперебойного функционирования организма человека. Калия, магния, кальция, натрия, фосфора. Наличие в своем составе двух веществ пуниколагина и пунической кислоты делает гранат не только отличным антиоксидантом, но и средством для предотвращения старения. Антиоксидантов в гранате больше, чем в красном вине или в зеленом чае. И пуническая кислота, и пуниколагин – прекрасные средства для регенерации клеток кожи. Они способны защитить ее от
пагубного воздействия на кожу токсинов. Гранат снижает воспаление, давление. Гранат борется с артритами и артрозами, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, подавляет грибки и борется с бактериальными инфекциями, улучшает память и выносливость человека. И все это гранат. Но многие осторожные люди, которые берегут свой маленький аппендикс, тихонько спросят, гранат есть с косточками или без. На что ответим, что медики до сих пор не могут предсказать вероятность возникновения этой патологии у конкретного пациента. Болезнь может развиваться внезапно у человека любого возраста и пола. Это не зависит от его физического состояния, образа жизни или питания. И потому на свой страх и риск гранаты мы будем есть с косточками. Если вы знаете меру и не собираетесь употреблять гранат десятками штук и килограммами, то от 2-3 плодов вреда не будет. Можно без опасения съедать зерна вместе с косточками, ведь они содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот, в том числе и широко известную омега-3. Также зерна граната содержат токоферолы, стирины и церебразиды. Из витаминов наиболее полно представлен витамин С, группой витаминов В, а в оболочке гранатовых семян содержится природный сорбент лигнин. Он является условием нормальной работы микрофлоры кишечника. Поскольку косточки являются сложными углеводами и представляют собой диетическую клетчатку, они не перевариваются в желудке. Зато разжеванные косточки граната, проходя по желудочно-кишечному тракту, впитывают в себя вредные вещества и выводят их наружу. Но несмотря на массу достоинств, у граната есть и противопоказания. Гранатовый сок противопоказан людям, страдающим хроническими заболеваниями желудка, такими как гастрит и язва. Да, и свежевыжатый сок граната может оказывать негативное воздействие на зубную эмаль, поэтому его лучше разбавлять водой или тщательно полоскать рот после употребления. А кто прополоскал, может смело и по полному праву назвать гранат королевским фруктом ягодой. Теперь мы знаем, что природа не зря украсила его голову короной. Да и по количеству витаминов и полезных свойств гранат действительно король. И королю, конечно же, нужны церемонии. И с 2006 года у граната есть свой праздник. Он проводится с 26 октября по 7 и 10 ноября в Гюйчайском районе Азербайджана, где ежегодно собираются порядка 50 тысяч тонн этих фруктов. На фестивале представлены не только самые вкусные, но и самые большие плоды. И на данный момент фестивальным рекордсменом называют фрукт весом в 1,5 килограмма. Гранат – один из основных фруктов и в армянской культуре, наряду с абрикосами и виноградом. В Армении он является символом плодородия, изобилия и брака. На армянской свадьбе по традиции невеста разбивает плод граната о стену. И чем больше рассыплется зерен, тем больше в семье появится детишек. А учитывая, сколько гранатовых зернышек есть в красном красавце, это будет неплохое прибавление в семье. А еще многие сказания и предания заканчивались фразой «С неба упали 3 граната. Один тому, кто видел, другой тому, кто все слушал, а третий тому, кто рассказал». И мои поздравления дорогим слушателям и смотрителям канала. Вам 2, мне 1. И это благодаря такому растению, как гранат. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.